Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Мира вам и добра, и благодатной погоды. Будьте все здоровы. Сегодня по вашим заявкам мы подготовили видео «Агрогороскоп посевной» на октябрь 2022 года. Время киевское. Кто-то может сказать, да что же в октябре можно там сеять? Но этот человек очень далек от огородников, и не только огородников, и тех, кто даже на подоконнике или в доме уже выращивает в это время, проращивает какие-то семена для витаминных салатов и выращивает зелень. Давайте рассмотрим более подробно, что мы можем еще сделать. Итак, 1 октября у нас будет хорошее время. Это знак Стрелец, растущая луна. И это первая фаза. Можно сеять любые сидираты, особенно сидираты зерновые. Вот здесь очень хорошо сеять в теплицах. Уже в некоторых регионах, а именно в теплых, освобождаются теплицы к этому периоду. Вот мы в этот период уже сеем сидират в теплицах. Ну и теплые страны. У нас очень много зрителей из теплых стран. Тоже, пожалуйста, используйте для посева сидиратных культур. 2 октября. Здесь уже начало работы Луны в знаке Козерог. После 11 часов будет. Что можно в этот день делать? Потому что один день у нас получается. 3 будет переход Луны из первой во вторую фазу. Ну и 4 Луна без курса с 6 часов 51 минуты до 13 часов 21 минуты до момента перехода Луны в знак Водолей. Поэтому у нас вот такой период остается. Но это растущая Луна. И это первая фаза Козерог. Хотелось бы, конечно, в это время посеять очень важные культуры, но это растущая Луна. Важные культуры, имею в виду чеснок и лук озимый, не сейте и не высаживайте в это время ни в коем случае. Почему? Даже в теплых странах. Это первая фаза, завершающая первая фаза. И далее тоже уже период второй фазы. Это приближение энергии, нарастание энергии перед полнолунием. Поэтому в это время сеем только вершки. В это время тоже сеем сидираты в теплицах. И очень хорошо проращивать бобовые, и не только бобовые, но и другие семена, для того, чтобы получить вот эту витаминную зелень для салатов. Итак, у нас только 2 в Козероге можно вот эту работу провести. Ну, вот такой у нас календарь посевной. Что можем, то мы и делаем. Далее 4 и 5 знак Водолей, а ничего в это время не сеем. Потому что Водолей не посевной, тем более октябрь месяц, выходные. Ну а уже 6 при переходе Луны в знак Рыбы, ну это будет уже после 16 часов 6 и 7 практически до 22 часов, что можно делать? А можно высаживать лук и чеснок на зелень, а также сеять зеленые культуры в теплицах. Те же салаты очень хорошо получаются. Да любую зелень, если у вас хорошие условия в теплицах, можно использовать это время для вершков, витаминных вершков. Ну а ночью уже в 23:56 начинается очень сложный период, сожженный путь полнолуния. Он будет длиться 8. Уже часть будет в рыбах, часть в овне. И далее идет сожженный путь полнолуния в овне. Само полнолуние в овне будет как раз 9, 10. К сожалению, и 11 часть Тельца забирает вот это стрессовое время для Земли, для семян, для растений и для человека. Ну вот зато у нас остается 12. И вот это момент, очень важный момент для посадки озимого чеснока и озимого лука. Можно высаживать в открытом грунте вот эти озимые культуры для получения хорошего урожая. Наши подписчики с нами, кто уже
более 3 лет, они знают и получают прекрасный результат, когда используют вот этот момент. Момент после сожженного пути полнолуния в знаках корня, козерог и телец всегда замечательный получается урожай. Итак, в это время, еще раз напоминаю, 12-го планируем посадку озимого чеснока и лука, а в теплицах вершки и корешки. Это тоже очень важно. Можно и тот же редис посеять, и тот же лучок, кстати, на зелень в теплице тоже можно посадить. Ну вот один день у нас такой получается, затем очень такой сложный период будет Луны без курса с 0 часов 44 минут до 8 часов 8 минут 13, и затем переход в знак Близнецы. Будет 13 уже после 9 часов лучше делать, и 14 это чистые Близнецы. Можно проращивать именно бобовые культуры, горох. Прекрасно получается. И для того, чтобы получать витаминные салаты. Очень хороший результат. Я уже испытала это много раз, поэтому рекомендую. Идем дальше. А дальше уже 15-го Луна перейдет уже в знак Рак, но только вечером. Ну и с ночи, у нас начинается не с ночи, с утра, с 7 часов 13 минут до 19 часов 11 минут будет Луна без курса. А это время в любом знаке не подходит ни для посевов, ни для посадок. Поэтому 15 у нас выпадает. А вот 16, смотрите, чистый знак, чистая энергия Рака. Что мы можем использовать? А вот очень вкусно получается редис. Это у нас уже 3-я фаза, и причем перед переходом уже Луны из 3-й в 4-ю фазу очень хороший период для редиса, для корнеплодных. Поэтому в Раке можем посеять в теплицах семена редиса. А также сеем сидираты различные в теплицах и в теплых странах, и высеваем различные и высаживаем различные сельхозкультуры для получения зеленой витаминной зелени. Витаминная зелень зеленая. Ну просто в этот период уже, когда в октябре уже прохлада, и так хочется снова возвращаться в это теплое время. Поэтому не откладывайте в долгий ящик вот эти посевы. Используйте, если у вас есть теплицы, и на подоконниках, и лоджии, и комнаты. Очень многие используют вот эти возможности для того, чтобы продолжить получение витаминов. Идем дальше. А дальше у нас как раз то, что я вам говорила. Как раз часть знака стихии воды, Рак 17-го, это будет переход Луны из 3-й в 4-ю фазу. Ничего не сеем и не высаживаем. 18-го с 0 часов и до 7 часов утра 45 минут до перехода Луны в знак Лев будет Луна без курса. Поэтому ничего не сеем, не высаживаем. Это ночь, уже темно в октябре месяце, зато днем уже можно. Это у нас, смотрите, переход Луны из 3-й в 4-ю фазу. Супер время для посадки озимого чеснока и озимого лука. Мы в этом году, вернее в прошлом году, использовали и ноябрь, и декабрь во Льве. Прекрасный получили результат. У нас были пробные небольшие грядочки, поэтому используем в 4-й фазе. Это только уже для корнеплодных. А из корнеплодных Лев покровительствует озимым чесноку и луку. И поэтому 18 и 19, а также 20 будет еще время до 12 часов дня можно использовать посадку вот озимого чеснока и лука. Вот это время будет хорошее. Ну а затем Луна у нас без курса будет, и переход вечером в 19:27 уже в знак Дева. И 21 и 22 что в Деве при таком положении, положении Луны, это, естественно, 4-я фаза, это только посев сидератов в теплицах. Больше ничего в это время не делаем. Ну а далее снова же начинается очень интересный период 23, 24, 25 и 26. Кстати, 25 это новолуние и частное солнечное затмение. И поэтому в этот период, вот эти 4 дня, 23, 24, 25, 26,
Это время для отдыха и земли, и для вас. Ну, естественно, для семян и для растений. В гекату, да еще в затмении ничего не сеем и не высаживаем. 27-го Луна перейдет из знака Скорпион в знак Стрелец. И это будет в период после 13 часов 56 минут. Чистая энергия Стрельца. Уже родилась новая Луна. Можно использовать 27-го после 14 часов, а также 28-го все 24 часа. И еще можно использовать, кстати, время Стрельца 29-го утром, для того, чтобы можно было посеять сидераты в теплицах. Можно высаживать лук, чеснок на зелень и проращивать семена для салатов. Здесь подходят разные семена. Используйте во благо вот эти благоприятные периоды. И вот он хороший снова же знак Козерог. В этом месяце, в октябре 2022 года, Козерог для тех вершков, которые растут сверху, которые дают урожай. Это очень хорошее время для посадки саженцев садовых растений. Но для посевов именно и того же чеснока и лука, чтобы получать именно корнеплодные, не подходит. Это уже, смотрите, у нас позади далеко новолуние и уже растущая луна, и переход во вторую фазу будет уже 1 ноября. А значит, при переходе уже Луны из первой во вторую фазу 1 ноября, это у нас растущая, хорошо растущая Луна для вершков. Можем использовать Козерог для посадки лука и чеснока, для витаминной зелени, для получения вот этих ценных зеленых перышек и использовать их снова же для нашего питания в этот период сложный. А также проращивайте, пожалуйста, семена для витаминных салатов. Вот еще, кстати, можно посеять вот салаты, крест-салат, который очень быстро растет и дает много витаминной зелени. Можно и на подоконнике выращивать его, и в теплице. Практически в любых условиях посеяли в горшочек или же в какой-то контейнер. Он прекрасно растет, этот крест-салат, и очень быстро. Ну что ж, мы завершили рассмотрение нашего посевного агрогороскопа на октябрь 2022 года. А теперь посевной агрогороскоп для скрина. Пока вы делаете скрин, авторы канала Раиса Горяченко и Александр Волик желают вам здравия. Здравия вам и вашим родным и близким. Мира в ваших домах, тепла и уюта. И всегда хорошего витаминного питания. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока!